со словом «бельведер», который буквально переводится как «прекрасный вид», в первую очередь ассоциируются две архитектурные жемчужины Европы. Первая – Ватиканский дворец, построенный еще на рубеже 15-16 веков знаменитым Донато Браманте и экспонирующий ныне собрание античных статуй, в том числе и знаменитого Аполлона, по месту нахождения поименованного Бельведерским. И вторая – шикарный барочный дворец почти в самом центре Вены, Шлосс Бельведер, стоящий посреди небольшого парка на холме, откуда и впрямь открывается роскошный вид на старинную столицу Габсбургов. Третий Бельведер ничуть не менее прекрасный, но, увы, в силу ряда обстоятельств, почти никому неизвестный, находится в Петергофе посреди уникального лугового парка на высоком холме, именуемом Бабигонским. Во времена Петра Великого здесь находилась деревня Бабий Гон. Любопытно, что происхождение этого топонима не связано ни с какими бабами. Хотя еще в царские времена родилась легенда о том, что, дескать, император и самодержец Петр Алексеевич, озабоченный морально-физическим обликом и состоянием своих солдат, расквартированных рядом с его летней резиденцией Петергофом, согнал сюда, поближе к солдатским лагерям, ведь казарм в те времена в России еще не существовало. Так вот, согнал он сюда крестьянок и разместил их в специально отстроенных избах на возвышение, чтоб легче было контролировать. В общем, устроил импровизированные, прости господи, дома свиданий. Отсюда и название. Легенда так гласит. Но ничем она, слава богу, не подтверждена. Тем более, что еще до Петра это место было вполне обжитым. И именно здесь, на вершине холма, находилась усадьба шведского пастора, по-шведски Папагону, которая и дала название и горе, и деревне под ней. А уже потом в русском языке это странное слово преобразовалось в гораздо более привычное для русского уха Бабий Гон, а особенности рельефа стали называться Бабигонскими высотами. А теперь о серьезном. В отличие от всех имеющихся в мире бельведеров, наш Петерговский – явление сравнительно недавнего прошлого, и обязан он целиком и полностью воле Николая I, сделавшего для Петергофа более, чем кто-либо иной. Устроив именно здесь свою любимую летнюю резиденцию, этот монарх озаботился тем, чтобы превратить Петергоф в некое подобие рая на земле, где бы было все идеально, все по некоему возвышенному плану, и все, чтобы несло на себе отпечаток вкуса самого императора. А вкус у него, в отличие от большинства предшественников и преемников у кормила российской власти, и впрямь был отменным. Он любил рыцарское средневековье, но не менее, а может даже и более античный строй, тот самый Attic Shape, про который так вдохновенно писал в «Оде к греческой вазе» один из любимых поэтов Николая, Джон Китс. Именно любовь к античности подвигла его собственноручно набросать эскиз проекта нового дворца в эллинском стиле. За основу был взят знаменитый храм Эрехтейон, руины которого и ныне украшают Афинский Акрополь. Кстати, Николай I, будучи по образованию военным инженером, был еще и прекрасным рисовальщиком. И не стань он самодержцем российским, вероятно, прославил бы свое имя как выдающийся архитектор. Местом для подобия античного храма был выбран живописный Бабигонский холм, царящий над невспаханными лугами и прудами. В 1853 году набросок проекта императора, дополненный разработками придворного зодчего Андрея Штекеншнейдера, начал реализовываться. В процессе постройки Николай не на шутку разругался с любимым архитектором, потому как смета на строительство превзошла изначальную почти в 5 раз. Штекеншнейдера даже обвинили в казнократстве, но после ревизии выяснилось, что зодчий не взял себе из отпущенных средств ни копейки, и работы продолжились. Правда, ненадолго. Вспыхнувшая внезапно и принявшая размах национальной катастрофы Крымская война
не только приостановила строительные работы, но и в конечном итоге свела в могилу августейшего заказчика Бельведера. В окончательном виде Николай Бельведер так и не увидел. Дворец достроили уже при его сыне Александре II в 1856 году. И именно с ним, с Александром II, связана чарующе щемящая история этой постройки. История эта началась далеко от Петергофа, в имении Тепловка, что под Полтавой, принадлежащим потомкам князей Долгоруковых, правда, совершенно обедневших и влачивших к тому времени жалкое существование. Так вот, летом 1857 года это самое имение посетил в ходе военных учений новоиспеченный государь Александр Николаевич и на свою беду буквально с первого взгляда проникся чувством к юной дочери недавно скончавшегося владельца имения Кати Долгоруковой. И, чтобы оградить ее от кредиторов, осаждавших юное создание после смерти разорившегося родителя, государь взял Катю, точнее Екатерину Михайловну, под свою защиту и опеку, первым делом определив ее в престижный Смольный институт. Там они встретились повторно 28 марта 1865 года, когда Александр II, заменяя попечительницу Смольного, свою супругу, к тому времени уже тяжело больную, посетил это заведение в канун Пасхи. Екатерине Долгоруковой, которую император помнил еще маленькой девочкой, исполнилось к этому времени 18 лет, и то давнее смутное чувство переросло в настоящее. Потом были свидания, прогулки по летнему саду, в ходе которых чувства царя крепли, и в один прекрасный момент количество переросло в качество. Именно здесь, в Бельведере, Екатерина Михайловна провела с царем романтическую ночь, и с тех пор Бельведер стал островом их любви. И здесь же, в Бельведере, Александр изрек: «Увы, я сейчас не свободен, но при первой же возможности женюсь на тебе, ибо отныне и навеки считаю тебя своей женой перед Богом». Несмотря на разницу в социальном положении, он император, а она боковая ветвь исхудавшего рода. Несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте, Александр продолжал встречаться с Екатериной и прижил с ней 5 детишек, а по смерти супруги заключил марганатический брак, возведя для этого возлюбленную в княжеское достоинство. Екатерина Михайловна стала княгиней Юрьевской. По смерти Александра она покинула Россию, навсегда обосновавшись в Ницце, где не без ее участия возникла русская коммуна и даже была построена русская церковь. Она пережила своего августейшего супруга на 40 лет, но до конца жизни называла Петерговский Бельведер любимейшим местом на земле. После смерти царя-освободителя Бельведер пришел в запустение, а после 1917 года национализированный стал домом отдыха Петроградской богемы. Здесь в 1920-м отдыхал поэт Георгий Иванов, оставивший о том примечательные мемуары. Я жил в доме отдыха осенью в Петергофе в 1920 году. Я пользовался этой пролетарской санаторией впервые и, признаюсь, с удовольствием. Фавные купальщицы грустно глядели белыми глазами в светлое северное небо. Статуями этими, впрочем, любоваться рекомендовалось издали. Если подойти близко, то во рту одной торчал лихо залепленный окурок, другой приделаны запорожские усы, а третье не удовлетворило, должно быть, какого-нибудь отдыхающего пролетарского эстета условностью изображения, и он при помощи красного и синего карандаша бойко пририсовал ей все, что для полной натуральности ей не доставало. Бельведер. Вероятно, и не все петербуржцы знают его. Об остальных россиянах и говорить не приходится. Не слышали, наверное. А между тем это, по справедливости, одно из красивейших, поэтичнейших мест в мире. Очень высокий обрыв. Вы незаметно приближаетесь к нему. Местность повышается так отлого, что, придя к цели, вы поражены. Вы просто гуляли и вдруг оказались на чудной высоте.
Высоко над какой-то равниной, за которой зеленеет море, и видно на десятки верст кругом. Налево медное солнце садится за кажущимися черной скал островом Кронштадт. Направо, вдали, тоже солнце последними лучами играет на золотом куполе Исаакия. А видите вы все это не просто с обрыва, а с широкой площадки огромного мраморного храма, у подножья которого цепенеют в памятных петербуржцу позах бронзовые кодни и всадники Клотта, кстати, знаменитые в копии. Подлинники этого ложно-классического шедевра не те, что на Фонтанке, а именно эти, у Бельведера. Итак, закат, море, широкий вид, золотой купол Исаакия вдалеке, ионические колоннады, черные кони, встающие на дыбы, и полное безлюдье кругом. Чтобы дать понятие о непосещаемости этого места, скажу, что ни одной похабной надписи ни синим, ни красным карандашом я не встретил на серо-розовой мраморной облицовке Бельведера. Вещь по тем временам неслыханная. Упомянутые Георгием Ивановым конные группы Клотта были, разумеется, лишь копиями тех, что на Аничковом мосту, выполненными в технике гальванопластики. Установленные в 1856-м, они благополучно пережили революцию, но в 1927 году, во время маневров, заключавшихся в том, чтобы прогнать воображаемого противника с Бабигонских высот, статуи сильно пострадали от пуль и нуждались в реставрации, о чем сохранился документ от 1940 года. Но в 1941-м, когда Бельведер оказался в зоне гитлеровской оккупации, они все еще стояли. А вот уже в 1944-м, при освобождении этих мест конных юношей, след простыл. Кто знает, куда они ускакали. Возможно, именно они украшают ныне центр Берлина, стоя на мосту недалеко от собора и замка. Опровергнуть или подтвердить сию информацию решительно невозможно.